Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня в этом видео мы с вами подробно рассмотрим вязание летнего свободного джемпера, связанного очень красивым узором шары. И связан этот джемпер из очень интересной пряжи. Пряжа это отечественного производителя, хлопок микробукле. Производитель от Тканье. Вот так можно набрать название. Это как название магазина на Wildberries. И вам выйдет пряжа, которую предлагает этот производитель. Это пряжа новинка. Хлопковая микробукле. Цвет у меня нежно-голубой. Вот так выглядит нить. 333 метра в 100 граммах. Это пряжа. Я вязала свой джемпер на спицах 3, но, на мой взгляд, толщина этой нити подойдет для спиц от номера 3 до номера 3,5. На джемпер, вот этот свободный джемпер, у меня ушло 300 граммов, если округлить. Размер у меня 44, но этот джемпер подойдет на размер 44-46. Сразу же хочу сказать, что, как и в любом хлопке, резинку эта пряжа не держит. Если вы хотите фиксированную резинку, значит сразу же ищите спандекс, да, то есть либо нить специальную, либо покупаете, да, вот в маленьких катушечках, и с обратной стороны можно в 2 ряда продеть эту ниточку, и тогда будет резинка фиксированная. Этот джемпер я вязала отдельными деталями. Он у меня связан отдельными деталями. 2 отдельные детали. Рукава связаны сверху вниз по кругу с окатом, с вывязанным окатом рукава. Резинка на рукавах. Я ее сделала здесь узкую. Рукав я вязала прямо, а перед резинкой делала сокращение. Она тоже, эта резинка свободная, не растянутая, но она тоже свободная. То есть нельзя сказать, что она сидит плотно на руке. Нет, то есть в этот момент учитываете. И сейчас я вам расскажу, с чего мы начинаем вязание, как выглядит вязание. Далее включу мастер-класс узора и расскажу еще о других деталях. Перед началом своего вязания я делаю мерку. Это обхват бедер. Плюс в данном джемпере мне хотелось, чтобы джемпер был свободным. Я добавила на свободу облегания одной детали 10 сантиметров. Вот это количество сантиметров вы умножаете на количество петель в одном сантиметре. В этом случае вы получаете необходимое количество петель для того, чтобы начать вязание. Джемпер состоит из 2 отдельных деталей. Джемпер этот со спущенным плечом. Модель простая, связать ее может даже начинающий. На свой, у меня обхват бедер 90. На свою величину я набирала 108 петель на одну деталь. Вяжется деталь, да, то есть мы начинаем вязание, начинается с резинки, далее мы переходим на вязание узора, повторяющийся раппорт узора, и вяжется вверх до момента вывязывания горловины. По спинке я вывязывала горловину следующим образом. 44 петли я оставила на плечевые швы, на плечи. По центру я закрыла 20 петель на спинке. И далее в каждом ряду закрыла по 1 петле. Для того, чтобы закруглить горловину. Я по спинке, то есть когда я вяжу такие изделия отдельными деталями, я делаю на спинке следующим образом. Закрыла, когда вот эти средние 20 петель. И в этом же ряду, то есть у нас сначала идет вязание по одной детали, потом по другой детали.
И в этом же ряду я начинаю вывязывать скос плеча. Здесь я старалась, я всегда делаю от меньшего к большему количеству петель шаг делаю. Ну, например, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Ну, допустим. Здесь я вписывалась в узор. Когда я покажу вам узор, вы поймете. И никогда не делайте, то есть любые сокращения петель делайте где-то на середине узора. Потому что в другом случае будет не очень красиво смотреться. И здесь я делала шаг следующим образом. 7, 6, 7, 9 петель. То есть 20 петель закрыла, продолжаю вязание. 7 петель не довязываю. Поворачиваю вязание, первую петлю снимаю. Нить здесь идет от себя. Вяжу изнаночный ряд. Последнюю петлю снимаем. В следующем ряду через первую петлю, да, я протягиваю следующую, то есть я вот закрыла одну петлю, вяжу следующий ряд, и от этой петли, она как раз двойная получается, я 6 петель не довязываю. Опять разворачиваюсь, последнюю петлю снимаем, в следующем ряду опять протягиваю через первую петлю, следующую, это у меня второе закрытие. И вот так я выполняю все шаги, вяжу корректирующий ряд, где у меня сдвоенные петли. И еще я провязывала изнаночный. То есть так, да, по лицевому ряду, получается, я провязала корректирующий ряд и провязала еще изнаночный. Перебросила петли на дополнительный шнур и перешла к вязанию, получается, да, левой полочки. Она начинается с изнаночной стороны, с изнаночной. То есть у нас уже получается лицевой ряд провязанный. Мы здесь протягиваем сразу же одну петлю через первую, вяжем по изнанке, не доходим 7 петель. Развернулись, петля на себя. Вяжу в эту сторону, опять первую петлю. Здесь последнюю петлю не снимаем, в изнаночном ряду протягиваем петлю. То же самое сделали здесь, такой же шаг. Петли также перебросили. Перешли к вязанию передней детали. Все то же самое начинается вязание, абсолютно так же. Идет по другому вывязыванию горловины передней детали. На передней детали у меня шаг следующий. По 48 петель у меня на плечи. 12 центральных петель я закрываю. И шаг на углубление горловины 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1. Шаг на закрытие плеча такой же. То есть 7, 6, 7, 9. Я сейчас, когда вам после того, как включу мастер-класс узора, я вам скажу, на какой высоте я делала закрытие. У меня горловина здесь не глубокая, потому что все-таки этот джемпер, несмотря на то, что летний, но я делала горловину не глубокую. После того, как у меня были связаны обе детали, плечевые швы я соединяла методом 3 спиц и соединила боковые швы. Оставив на пройму, я оставляю где-то 19-20 сантиметров. Вот эту я оставила часть с одной и с другой стороны. Затем, начиная от центра, вот у нас плечевой шов, вот это от центра, мы делаем набор по кругу петель. На рукав, сейчас скажу вам, рукав я набрала 64 петли. На рукав 64 петли. Делала развороты. То есть вот у меня 64 петли. Я в последнее время делаю все время набор петель, чтобы у меня оставалось в конце 2 или 3 или 4 петли вот здесь, чтобы мне сразу перейти не... То есть я шаг делаю через 5 петель. Мне так по моим рукам, то есть мне вот так комфортно такой шаг делать, разворота. А в конце оставшиеся петли здесь 2 и здесь 2 получится. Я уже, когда последний раз вот здесь 5 петель не довязала, в следующем ряду я уже иду по кругу. Потому что, почему я так делаю? Я раньше все время делала четное количество, 60, 65.
чтобы вот здесь последний раз развернуться, тогда получается небольшая дырка, которую нужно затягивать. А в этом случае, когда остается маленькое количество петель, 2, 3 или 4 в конце, я просто перехожу на круг, тогда никаких дырочек не бывает. Шаг у меня 5 петель. 5. То есть у нас как бы рукав делится напополам. 30, 30. Вот 2, 2 и 2. То есть 30, то есть 6 раз, 6 разворотов на окат рукава. Вот этот центр. Здесь вы набрали, вы вяжете, значит, в эту сторону 5 петель провязали, первую петлю сняли, нить от себя, развернулись, пошли в эту сторону, захватили здесь 5 петель. Точно так же сняли рабочую нить на себе или от себя. Дальше вы идете, провязываете сдвоенную петлю, захватываете следующие 5 петель, разворачиваетесь. И вот так, пока все петли не захватите, в конце у вас останется 2 петли с одной стороны и с другой. И вы уже переходите на круг, вяжете прямо рукав на необходимую длину. Перед резинкой я делала сокращение до 44 петель. То есть резинка у меня на 44 петлях. Дальше у меня стал вопрос с горловиной, как ее обработать. Сначала я хотела классически обработать, набрав и провязав резинку, но я сделала не глубокую горловину. Сейчас я скажу, сколько у меня раппортов по спинке высоту получилось. Так, у меня не глубокая горловина. И я подумала, если я еще свяжу резинку, то у меня вообще будет под горло. А мне этого не хочется. Я не люблю, когда у меня горловина просто по горлышку. Мне так не нравится. Мне нужно, чтобы она была ниже. И я взяла один из своих любимых способов. Я очень часто использую в обработке летних изделий, особенно шелковых, мохеровых изделий. Это аккорд крючком. И мне так понравилось. За горловина смотрится здесь очень аккуратно. Очень аккуратно смотрится. Вот посмотрите, как у меня выглядят плечевые швы. Вот так они, видите, выглядят. То есть я здесь на середине делала, и здесь. И у меня получился, да, вот как бы целый раппорт. Давайте я вам скажу, сколько у меня получается раппортов в высоту. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов. Почти 5, да, 4,5 получается. То есть вот 5-й раппорт, вот как раз половинка его была связана. 5-го раппорта. А здесь, значит, я провязывала, чтобы горловину 1, 2, 3, да, 4 раппорта я провязала. Начала, провязала тут как раз один ряд, я провязала лицевой, изнаночный, и начала выполнять убавление по горловине. Вот. Вообще изделие несложное в исполнении. Узор тоже очень простой, вы сейчас в этом убедитесь. Узор я изменила, поэтому схему я вам только для того, чтобы вы понимали, какой был узор. Я схему укрупнила. Вы можете вязать по схеме, шарики они у вас будут мельче, либо вязать за мной. Принципы вы очень быстро поймете. Сейчас мы с вами вместе провяжем раппорт узора в высоту. Я изменила раппорт узора по схеме. По схеме здесь 3 дорожки платочной вязки. Я сделала 4. В ширину 8 петель, а я сделала 12 петель. Раппорт узора идет в шахматном порядке. Он очень простой, сейчас вы это поймете. Значит, моя деталь начинается с вязания резинки. Вы можете выбрать абсолютно любую резинку, какая вам нравится. Я здесь вязала резинку 1 на 1. Резинка 1 на 1. Дальше нужно провязать 4 ряда платочной вязки, то есть 2 лицевых ряда платочной вязки. И переходим к вязанию нашего узора. Вот у меня провязано 4 ряда. И теперь мы начинаем вязать. Первый ряд провязываем 10 лицевых
я провязываю вместе с вами, да, то есть увеличенные вот эти вот кружочки у меня увеличенные. Схему я вам предоставлю, естественно, я ее выставлю в телеграм-канале, чтобы вы видели в сообществе ВКонтакте, но сразу же говорю, что та схема с моей отличается, ну просто чтобы у вас была какая-то основа. Итак, провязываю 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь провязываю 2 изнаночные и опять повторяю 10 лицевых, 2 изнаночные, 10 лицевых, 2 изнаночные. Закончить я должна так же, как и начинала, 10 лицевыми петлями. Провязываем так ряд. Провязываем изнаночный ряд. Провязываю 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь нить перед работой, 2 петли лицевые снимаю. И дальше опять провязываю 10 изнаночных, 2 петли лицевые, снимаю, нить перед работой. И так мы провязываем весь ряд. Раз лицевая, 2 лицевая. Провязала изнаночный ряд, теперь провязываем с вами лицевой ряд. Третий ряд лицевой мы провязываем с вами следующим образом: 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нить рабочая за работой, 2 изнаночные снимаю. Я их переворачиваю в этом ряду, потому что, смотрите, они как-то лежат другой стенкой. Я вот так их переворачиваю, переснимаю и дальше провязываю 10 лицевых. Это только в третьем ряду, потом я уже ничего не переворачиваю, просто снимаю. Это третий ряд. И дальше считаю вместе с третьим рядом всего 8 рядов. То есть получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ряды мы провязываем одинаково. 10 лицевых, 2 петли снимаем. В лицевом ряду у нас рабочая нить за работой, мы переснимаем 2 изнаночные, а в изнаночном ряду рабочая нить перед собой, и мы снимаем 2 лицевых петли. Вы потом их увидите. Всего у нас, я вот считаю по вот этим изнаночным дорожкам, я считаю, всего у меня их вот 10 рядов. Или 5 лицевых получается рядов. Провязываем. Я провязала 10 рядов. Вот так это выглядит. И сейчас нужно провязать 4 ряда вот эти дорожки, изнаночные дорожки. То есть я провязываю изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Провязала 4 изнаночных ряда, и теперь смещаем наш узор в шахматном порядке. Начинаем с 4 лицевых, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. И теперь повторяем 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночные. И дальше 10 лицевых. Заканчивается ряд также 4 лицевыми. Второй ряд продолжаем также вязать, как мы начинали в прошлом раппорте. 4 изнаночные, нить перед работой, 2 лицевые сняли, 10 изнаночных провязываем,
нить перед работой, 2 лицевые сняли. И так продолжаем до конца ряда. И начиная с 3-го ряда, так же как и в прошлом раппорте, мы провязываем одинаково. Лицевые мы провязываем лицевыми, а изнаночные мы снимаем и в лицевом, и в изнаночном ряду. В лицевом ряду это изнаночные, а в изнаночном ряду это лицевые. Всего у нас должно быть 10 рядов, а дальше опять 4 ряда изнаночными дорожками. Переходим с начала вязания. Вот так у нас выглядит лицевая сторона, и вот так у нас выглядит изнаночная сторона. Вот так. Ну, после ВТО должно немножечко это все дело разгладиться. Так, мы провязываем необходимое количество раппортов в высоту до вывязывания выреза углубления на горловину. Как я это буду делать, я вам тоже покажу. Делать я это буду именно в раппорте. Вот когда я буду раппорт вывязывать, то тогда буду вывязывать и горловину. Не на этих изнаночных дорожках и не сразу после того, как закончился раппорт. Лучше это делать как раз в серединке раппорта. Я провязала 8 раппортов в высоту. Начала я 9 и провязала лицевой изнаночный ряд. Теперь мне нужно выполнить разделение для того, чтобы вывязывать горловину. У меня это передняя деталь. И я делаю таким образом шаг. У меня будет по 48 петель по плечам. 12 петель я закрою по центру и затем буду плавно вывязывать горловину. Сейчас я провязываю 48 петель по раппорту узора. И далее будем вместе с вами закрывать центральные петли. 48 петель провязала, и здесь у меня должно быть 2 изнаночные, которые я должна снять. Я провязала одну из них изнаночной, а у меня уйдет в кромочную. Теперь я 12 петель закрываю, не затягивая, провязываю так, как лежат петли. Первая у меня изнаночная, вторая лицевая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь я провязываю по узору вот эти петли. Сейчас я проверю, еще раз пересчитаю. Мне должно быть 48. Пересчитала, у меня все правильно, 48 петель. Я провязываю по узору лицевую сторону, изнаночную, и в конце кромочную мы снимаем, не провязывая. Покажу, как я выполняю плавное закрытие на горловину. И скажу, какой шаг у меня на закрытие. Я провязываю изнаночную сторону, снимаю последнюю петлю, и у меня шаг на закрытие горловины 3, 2, 1, 1. Я должна закрыть 7 петель, чтобы у меня на плече осталось 41 петля. Через первую петлю я протягиваю следующую. 1, 2, 3. Далее я вяжу по узору. В изнаночном ряду также последнюю не снимаю, закрываю следующие 2. И еще по одной. Вяжу вверх до того момента, когда мне нужно будет вывязывать скос плеча. Теперь я начинаю вывязывать скос плеча. Этот раппорт, значит, я закончила полностью. Связала 4 изнаночные и лицевой изнаночный ряд от следующего раппорта в шахматном порядке. Теперь здесь у нас есть петли, которые мы снимаем, и на них не должно попадать
разворот петли. Поэтому здесь не получится шаг. Вот я, например, часто делаю от меньшего к большему. Здесь у меня так не получится. Поэтому я сейчас вяжу 7 петель, не довязываю. У меня шаг получился 7, 6, 7, 9. Вот такой шаг. Я покажу, как я вяжу эти укороченные ряды. Сейчас я провязываю по узору и 7 петель не довязываю до конца. Вот у меня 7 петель. Поворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю, рабочую нить от себя. И далее я вяжу изнаночную сторону без изменений. В следующем ряду я провязываю от сдвоенной петли, я не довязываю уже 6 петель. Вот у меня сдвоенная петля и 6 петель от этой сдвоенной петли. Разворачиваю вязание и также первую петлю снимаю, нить от себя, и далее провязываю по узору. Дальше у меня будет 7 и 9 петель и корректирующий ряд. Я провязала все шаги. Теперь я делаю корректирующий ряд, где я провязываю все петли лицевыми. Сейчас я посмотрю. Нет, не все петли лицевыми. Я провязываю по узору. А там, где у меня были сдвоенные петли, я их провязываю лицевыми. Вот у меня первая петля. Немножечко ее наклоняю от себя. Завожу спицу спереди и провязываю лицевой петлей. Эти 2 изнаночные снимаю по узору. Следующая сдвоенная петля, спицу спереди и провязываю. Так, 2 изнаночные. Так. И вот еще сдвоенная петля. Так, эти 2 изнаночные нужно снять. Лицевые. А вот следующий изнаночный ряд я провяжу петли, потому что мне неудобно будет делать соединение плечевых швов методом 3 спиц. Я провяжу петли так, как они смотрят, изнаночные, а вот эти петли я провязываю лицевыми. Изнаночные, а те петли, которые мы снимали, они у нас с изнаночной стороны смотрятся лицевыми, я их провязываю лицевыми петлями, чтобы удобно было провязывать соединение методом 3 спиц. Так, я провяжу. И вот эту сторону, получается, это левая сторона, к изнаночной стороне присоединяю ниточку. И здесь не довязываю по изнаночной стороне петли. Рабочая нить будет на себя, наоборот. Если здесь от себя, то здесь на себя. Выполняем тоже такие же шаги и делаем соединение методом 3. После ВТО, значит, когда у меня все было готово, изделие я полностью завершила, я его постирала. Стираю я руками свои изделия вязаные чаще всего. Я очень редко стираю изделия в машине. Хотя, как бы, все это можно делать. Постирала, высушила на горизонтальной поверхности. Когда изделие высохло, я с изнаночной стороны его еще слегка, едва касаясь утюгом, просто прогладила. После ВТО у меня никаких изменений не произошло. Изделие не деформировалось, не вытянулось, не потеряло цвет вообще ни грамма. Единственное, что мне кажется, немножечко пряжа как бы подразбухла все-таки. Но полотно вообще у меня не было рыхлым. Изделие плотное, ничего не просвечивает. Очень мне понравилась эта пряжа. Поэтому, кому интересно пробовать что-то новое, пробуйте. Это действительно очень интересно.
И как всегда, в конце видео я всем вам говорю: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.